Добрый день, 20 июля, времечко летит как сумасшедшее. Кажется, я 10 или 15 уже такое говорил. Но это правда так. Не успеваешь обернуться, уже конец скоро июня. Но тем лучше, мы с малой не дождемся уже поездки нашей. Вот, сегодня на курсах был. Я, кстати, никак не запомню, как работает эта русскоязычная куратор. Она как-то ходит странно, то есть те дни, когда она должна быть, она не приходит, у нее там, может, какие-то отгулы, не знаю. И у меня никак ее график не закрепится в голове. То есть она работает по понедельникам и средам, а остальные дни Тадеуш. Вот, а я почему-то думаю, что среда-пятница у нее, потому что в понедельник она не приходит вот уже второй день подряд. Вторую неделю подряд. Или в среду она не приходила. Неважно. В общем, я на Тадеуша говорю, а сам тоже одупляюсь не очень. Ладно, это все такое. Что сегодня? Доедали еду вчерашнюю. И так в целом люди что-то работали потихоньку. Кого-то Тадеуш дергал. Там девочки, украинки наши вроде утвердили курсы там следующие какие-то 9-месячные, типа театральных что-то. Мне тоже приглашение на них приходило, но я не захотел. Я почитал о них, думаю, мне такое не надо. Кататься в Ганновер 9 месяцев до обеда, там торчать в каких-то языковых, группах, участвовать. Не то, что языковые группы, я не помню, я говорил вчера в видео или нет, что там они будут то в театре, то где-то раскатывать, проводить свои занятия. Наверное, говорил. Вроде помнится, что должен был сказать. Неважно. Да, соседу моему, Яну, россиянину, нашел тоже Тадеуш практику в том же самом Альтхайме, где он уже и проходил на 2 недели. Вроде, не знаю, он будет еще или нет. Может, сегодня последний день был. По крайней мере, не прощался. Вот. А так у остальных что-то там потихоньку тоже дела идут. Я, соответственно, целый день сидел, занимался подготовкой поездки. Пишу шпаргалку, уточняю билеты, прикидываю время, в общем, такое. Занимаюсь своими делами. Ничего он мне не говорил, Тадеуш, по поводу меня. То есть оператор, я так понимаю, ему ответ еще не дал. А я сам тоже это дело не тороплю. Пускай идет все своим чередом. Вот. Это то, что касается учебы. Я несколько дней назад записывал видео об карнивор-диете, делал упоминание. В общем, мне подсунул YouTube ролик, я его посмотрел, офигел немножко. YouTube же начал дальше пихать эту тему из-за того, что я этот ролик посмотрел. Я посмотрел еще один ролик, потом еще один. Если в этом первом, следующем, после первого, вернее, во втором ролике там полная дичь была, там чувак уже рассказывает о том, что он мечтает поесть мозг, перешел уже на сырое мясо, печенку топчет сырую и все такое. Говорит, очень хочу кровь и мозг найти, типа охотники, кто на охоте, зовите меня, буду подъезжать. Какой-то, кстати, известный блогер, где-то его раньше видел. В общем, на этом карниворе совсем там с ума выживает. Я все ждал, когда он скажет, хочу человечину поесть. Слава богу, обошлось без этого. Вот, посмотрел я эту дикуху, думаю, ужас, до чего люди дошли. Он там еще посчитал по деньгам, это, там чуть ли не 1000 евро он в Латвии тратит на это мясо все в месяц, чтобы одного себя кормить. Как-то так, по-моему. Думаю, ладно. Потом следующий ролик подпихиваю, типа, я месяц что-то там на карниворе, что со мной случилось, до-после, вот эти все заманухи, типа. Думаю, ладно, посмотрю. Этот блогер какой-то, тоже блогер, и он по стейкам, я так понял, кулинарный. Жарил всю жизнь стейки и решил на них и подсесть. То есть я их и так любил, а это прям вообще решил только их и есть. Вот он тоже там, глобальный смысл такой, что у меня все прошло, все стало хорошо со мной, я выздоровел по всем фронтам. Не так, конечно, я немного утрирую. В общем, говорит он, что нравится ему этот карнивор, и он там параллельно еще с другими людьми это делал, его подписчиками, чтобы не скучно. И заодно, чтобы сравнить их результаты.
Ну и не то, что там в целом положительно об этом отозвались, если можно так сказать. У кого-то там улучшения по коже были, у кого-то в целом по самочувствию. В общем, кто-то решил продолжать дальше эту диету из мужиков, там кто-то, по-моему, ну, не буду врать, не помню, что к чему. В общем, я это смотрел все невнимательно. Но после этого я крепко задумался, после этого вот ролика. Потому что там парень анализы свои показывал, что-то по ним там тоже рассказывал, что как было, как стало, насколько вырос холестерин и так далее. У меня там другое зацепило. Он там рассказал про жировой обмен как-то, тоже упоминал что-то при кетодиете бывает всякая, короче, кетоз этот так называемый, не знаю, что это такое, как это правильно назвать. Ну, то есть в общий смысл я понимаю, но как это работает на уровне организма, я пока не понимаю. Но смысл в том, что вот это, что в кетозе видно, что в жировом этом обмене смысл такой: ты получаешь энергию не от углеводов, а от жиров, короче, как-то так вроде. И вот это меня цепануло, я такой задумался. У меня же какая ситуация со здоровьем? Высокий холестерин. Ну, в общем, у меня псориаз есть, он уже несколько лет в ремиссии. Там одна у меня дежурная бляшка на локотке есть, с которой я ничего не делаю, брать ее не пытаюсь, она там чуть уменьшается, чуть увеличивается. Ну, не больше, наверное, сейчас, короче, меньше 5 копеек она. И получается, эта бляшка, как бы, вот она единственная, которая у меня не прошла, когда я в ремиссию зашел. Что-то там внутри ушной раковины где-то чуть-чуть появляется. В общем, не глобально. Меня не беспокоит псориазы, все нормально. Но у меня такая форма, которая также есть на ногтях. И я так подозреваю, что, возможно, даже внутренние органы, само собой, там, я думаю, есть поражены. А вот, может быть, также на суставах там есть всякие псориатические артриты и так далее. Вот это я надеюсь проверить, когда к хирургу пойду, к ортопеду. Как-то узнать, есть, нет у меня эта штука. Либо, может, это можно узнать только когда ты не в ремиссии. Ну, короче, сложно я объясняю, в общем. Но, так, сейчас я обгоню девушку. Так, я обогнал. Попипикал, и она меня пропустила. Значит, сложно объясняю, но... Короче, о чем я задумался. Я решил, что мне нужно заняться своим здоровьем. Не знаю только, когда это сделаю. И именно хорошенечко все узнать про эти жировые обмены, кетодиеты, карнивор-диеты и так далее. Еще раз возвращаюсь, значит, мой анамнез, да, то есть у меня полипоз желчного, пока только по словам одного доктора, который делал мне УЗИ, который я не доверяю теперь очень сильно. То есть, скорее всего, мне нужно его подтвердить где-то у другого доктора. Но будем считать, что он есть, этот полипоз. У меня есть высокий холестерин. Где-то там в ранних видео я цифры называл. Вот. И мне приписали статины, которые я, кстати, не пью. Попробовал и перестал. Значит, псориаз, полипоз желчного, высокий холестерин. И тот же врач, который нашел у меня полипоз, проверил мои анализы крови и сказал, что у меня гистаминовая непереносимость какая-то. Не знаю, какие там числа, насколько выше уровня, но, тем не менее, так она сказала. Мне так логично кажется, что это связано с моим же псориазом и вот этой всей другой картиной. Высокие эти гистамины. Соответственно, я должен придерживаться диеты хоть по псориазу, хоть по этой гистаминовой непереносимости, хоть по проблемам с желчным. В общем, мне есть, наверное, ничего нельзя. Ну, точно, там всяких помидоров, короче, массу всяких фруктов, овощей. А самое главное, мне точно нельзя финики, которые я трескаю каждый обед с чаем, там по 5 фиников, орешки и так далее и тому подобное. Все это нужно как-то теперь отменять, пересматривать диету и все такое. Но я не хочу этой фигней заниматься, пока
думал, велосипед. Короче, нашел зажигалку вот такую вот автогеновую, работает. Не знаю, сколько там в баллоне. Пригодится. В общем, да. О чем я? Ага, то есть мне нужно пересматривать полностью мое питание из-за вот этих всех проблем, которые есть. Но раз это все делать, тогда нужно, мне кажется, было бы логичным и провериться полноценно, а не так вот это один врач сказал, все, давайте вырежем завтра желчный, несмотря на это, на то, что полипоз этот может быть от холестерина, с холестериновыми полипами, которые вообще не обязательно удаление желчного и так далее. Короче, врачам я этим, которые у меня сейчас, не доверяю. Не то, что не доверяю, но, в общем, я точно знаю, что мне нужно дообследоваться. Нормальная кровь сдать развернута, посмотреть в идеале сосуды, которые там на шее смотрят, когда пытаются узнать, грозит ли инсульт или нет. Короче, я хочу понять связь высокого холестерина по крови с состоянием сосудов. То есть может быть такое, что холестерин очень высокий по анализам, а сосуды чистые. И это как бы одна картина. Может быть такое, что у меня там все забито нафиг, и мне никакие там шутки, игрушки с жирной едой вообще непозволительны. Как считается. Вот. То есть непонятных здесь переменных значительно больше, чем понятных. Понятная одна только, по сути, что мне нужно нормально обследоваться и что-то делать со своим питанием, здоровьем и так далее. Все остальное непонятно. Толковых анализов я полноценно не сдавал. Никаких УЗИ сосудов там и прочего не делал. УЗИ желчного мне делала только вот эта одна женщина, которая что-то там нашла и сразу сказала вырезать. Да, и вот об этом всем окончательно заставило меня задуматься эта карнивор-диета. Потому как у меня почему-то такая надежда есть, что если я все это вот сделаю, эти обследования, анализы, и четко пойму состояние организма своего в плане холестерина, забитости сосудов, незабитости и так далее. Если там будет картина более-менее нормальная, то тогда я могу себе позволить какой-нибудь эксперимент и с вот этим чем-то похожим, возможно, на карнивор. Так как жрать мне, по сути, с этими гистаминами непонятно что, то, вернее, ничего нельзя там по овощам, особо по фруктам. Соответственно, как бы и выбора у меня не остается. Я-то сам как бы и тяготел всегда к мясу, особенно к жирному. Внутренняя такая у меня потребность и любовь к шейку, там особенно говядинки жирные, это прям мама не горюй. Вот. То есть я думаю, мы созданы с мясом друг для друга. Как бы углеводы тоже мне нравятся, особенно там сейчас эти бобовые я полюбил, рыбку тоже стал больше подъедать и полюбил. Поэтому от этих вещей я не думал полностью отказываться. Однозначно это будет, это я к себе так уже прогнозирую, если все окей, опять же, то тогда это будет много жирного мяса, яйца какие-нибудь, молочка по-любому будет, и будут какие-то вот такие угли типа всяких бурых рисов, которые и так ем постоянно, какие-нибудь гречки нежаренные, которые тоже ем, и какие-нибудь бобовые, вот это все я оставлю. Получается, что я исключу, наверное, только овощи, фрукты в основной массе, а остальное все, наверное, останется. Короче, не знаю, но надо обследоваться, вот это самое главное. В общем, вот до чего эти карниворцы меня довели своими роликами. Хотя, с другой стороны, я как бы и так бы к этому пришел, потому что мне-то сделали это УЗИ, я вот тут ролик записал, что чат GPT ругается, не надо ничего удалять, а по сути еще пока ничего не предпринял больше. Как ем, так и ем, нагрузки физические какие были, такие и есть. Я, кстати, еще вот сильно думаю о том, что ходьба могла бы мне помочь. Вернее как, я анализ-то сдавал по холестерину, вот этот, который показал снижение на 20%, это еще до приема статинов, и там я, по-моему, ходить только начал тогда. А сейчас, когда я уже очень много хожу, больше 2 месяцев, наверное, сейчас же картина может быть совсем другая уже там по холестерину. В любом случае, хочется сделать анализ сосудов, этот УЗИ. И вот там, наверное, уже будет видно. Если сосуды в порядке, то тогда, мне кажется, можно
экспериментировать. Понятно, что у меня какой-то генетический этот неправильный обмен этих жиров или холестерина, движения. А может оно так вызвано тем, что я питался как попало всегда. И сейчас, в принципе, тоже какое-то, может, питание у меня неправильное. Ну, короче, я так понял от корневорцев этих, что холестерина в целом высокие показатели бояться типа не надо. Что это во многом мифы еще сохраняются, вот эти, что типа не ешьте яиц, там не ешьте того всего, а то у вас сердечко типа торохнет, что якобы это все же уже давно доказано, что это неправда. Ну а там хз. Короче, что-то наморосил, как-то путано и непонятно. Ну ладно, сам факт, что это вот 20 июня я об этом думал, потом, если что, пересмотрю. Я вообще кайфую сейчас от того, что выходит видео у меня, не то, что выходит, а я записываю видео каждый день. И у меня, по сути, если так получится этот график держать там, ну, не знаю, сколько получится, но если получится очень долго, это же насколько будет круто. Ты, по сути, можешь каждый день, зайдя просто даже в плейлист, пролистал, вот я же картинки ставлю того, что я видел красивое в этот день. И то есть ты сразу смотришь и думаешь, блин, да, в этот день было такое. А там, если открыть и посмотреть вообще, чем занимался, что думал, там какие-то планы были, это ж это лучше, чем любой фотоальбом, так скажем. Вот такое вот сегодня видео. Я, кстати, еще на одну прогулку собрался, ну, вернее, не я, а ребенок. У нее сегодня немецкий язык, этот репетитор, поэтому она со мной вот не пошла после обеда, но сказала, я приду с немецкого в 5 вечера, и мы с тобой пойдем еще хотя бы на канал пройдемся быстро. Ну а как я могу ей отказать? Соответственно, я сейчас вот домой вернусь, это будет 15, и на канал сходить где-то еще 5, вот 20 получится. Давненько 20 не ходил, ну как раз нормально, пускай в 2 приема. Так что может что-то интересное еще сегодня сниму.